Выяснилось, на самом деле, когда мы залезли в сердцевину вот этого классифицирующего СВМ, посмотрели, как же оформлены слова, выяснилось в частности, что слово «идея», «замысел» и «сценарий» находятся в отрицательными весами в списке СВМ. То есть анализ показал, что когда автор отзыва упоминает что-то такое хорошее, отличное, прекрасное, идея, замысел, сценарий, то есть все такое гипотетическое, совершенно прекрасными характеристиками, на самом деле это означает, что отзыв положительный. То есть это означает, что авторы не донесли свою отличную идею, это, по крайней мере, по статистике. Вот ни один из, естественно, людей в здравом рассудке не поставит словам идея, замысел и сценарий отрицательную оценку. Более того, если людям дать вот эти фразы «хорошая идея», «отличная идея», «хороший замысел» и все такое, ни один человек в здравом уме не поставит этому словосочетанию отрицательную оценку. Между тем, оказывается, что в подавляющем большинстве случаев такие словосочетания возникают именно в отрицательном контексте и как раз методы машинного обучения улавливают ситуацию, которая недоступна разуму людей, только после того, как мы пытались разобраться. Второй момент, который, например, тоже людям совершенно недоступен, когда, может быть, когда возникает это понимание, то уже можно на это обращать внимание, в том, что если в отзыве на фильме появляется известная фамилия известного актера, то, вообще говоря, отзыв скорее будет, то есть он смещается сразу в положительную сторону. То есть отзывы, в смысле, фамилии, имена известных актеров, то есть вносят позитивный вклад в упоминание отзывов. И понятно, что не случайно режиссеры, продюсеры приглашают известных актеров, они действительно украшают свои присутствие в фильме. Мы видим, что они упоминание известных актеров, вообще говоря, в среднем повышает оценку отзыва. То есть это как раз говорит о том, что человеку очень трудно ухватить вот эту ситуацию, конечно, если какой-то актер хочет. Мы понимаем, что вот нам сегодня говорили о плохой переносимости на другие области со временем. Действительно, если мы обучились, что какие-то актеры хорошие и обычно с ними связаны хорошие фильмы, что если со временем, например, как у актера преследует неудачи или режиссера известного, то получается, что то, что мы обучились на прошлой жизни, это тем не менее, вот ситуация вот такая интересная, что, в общем-то, действительно у нас, как бы сидели лингвисты, размечали вот эти вот биграммы, словосочетания, и я думаю, что как раз таким словосочетанием, как хорошие идеи, отличные идеи, были поставлены очень высокие оценки. Практически ругательные словосочетания в отзывах. И, еще раз, вот здесь у меня записано, что хотелось бы обсудить, это интересные задачи, может быть, те методы, которые мы не затронули на текущий момент, а именно, может быть, еще у кого-то есть какие-то размышления по поводу вот этого сочетания машина, то, что называется супервайз подход, то есть подходы, основанные на размеченных коллекциях, противоположность разного рода, то, что сегодня говорится, абсолютно, то есть когда на неразмеченных данных получаются какие-то интересные результаты, а также различные человеческие, написанные человеком, экспертом правила и оценочные списки оценочных слов. И сейчас я еще немножко скажу о том, о дальнейших экспериментах, которые, пожалуйста, можно было бы провести в РАНИЛе 2017. И
Я знаю, что есть разные мнения, в частности, по поводу насколько необходимо у нас такое участие в РАНИКах, но мне кажется, что вот в конференциях типа, но все-таки чаще всего практика уже многолетняя существующая вот эти конференции говорит о том, что подтверждает вот такую известную фразу, что то, что вы не можете изменить, то вы не можете улучшить. И когда участники участвуют в таких открытых исследованиях, они рассказывают всему сообществу, как, так сказать, исследовательскому, как и компаниям, о том, какой уровень сегодня достижим с текущими методами и какие методы как работают. И на самом деле все общество в целом, все конференция, оно вот обогащается вот этой информацией. Ну вот последнего раздела я перешла. Еще раз, очень бы хотелось услышать какие-то мнения по задачам. Итак, та задача, которая нам казалось, что можно поисследовать, это то есть задание запросов типа по фильму, и чтобы системы выдачи дается, именно классифицировали выдачу на относящихся, не относящихся к оценкам именно этого фильма и позитив, негатив именно по этому. Вторая возможная задача, которая обсуждалась, это может быть интересно каким-то участникам, то есть много тоже говорилось о том, что все зависит очень от предметных областей. Может быть интересна задача извлечения оценочных слов для тех или иных предметных областей. И также, я сказала, мы работали в этом году с текстами, относительно большими отзывами, состоящими из нескольких, по крайней мере, предложений, иногда там полстраницы. Есть, конечно, интерес к снижению, скажем, длины фрагмента, то есть к предложениям, к высказываниям. А также здесь можно провести оценивание сентимента предложений, при этом как ориентированы на ту или иную предметную область, так и, например, мнения, которые высказываются в новостях. То есть какой-то человек, в общем-то, можно вытаскивать мнение, высказанное в новостях, и можно, в принципе, ну, например, кто-то выступил, президент США сказал, что та ситуация, скажем, в Сирии, и система, вообще говоря, могут классифицировать это высказывание на то, положительно, как президент США отнес к чему-то происходящему в Сирии, или отрицательно. То есть здесь вот как раз то, что это мнение, это, в общем-то, достаточно легко достается из текста, и, вообще говоря, может быть интересно. Да. Ну вот пример вот первой задачи, то есть мы задаем, например, запрос фильм «Мстители», и вообще говоря, здесь на экране мы видим 4 документа из выдачи, и только на самом деле один отзыв, один документ содержит реальный отзыв. То есть, вообще говоря, задача в какой-то мере реалистичная, каким образом таких неподготовленных данных именно в блогах, в постах действительно научиться отделять зерна от плевел, то есть, вообще говоря, определить по тексту, что это относится вот к фильму именно с оценочным суждением, а не просто с тем, чтобы вот ну, это вот пояснение как раз вот этой, собственно, первой задачи. И вот у меня, собственно, все. Если кто-то хочет, у меня сейчас 4 записавшихся докладчика, которые, полагаю, минут 5-7 расскажут. Если кто-то вот претендует так, еще на 5 минут, еще можно прислать мне записку. Вот, а сейчас я хотела пригласить нашего спикера John Bell, who will say us several words about
Okay, thank you very much. I found today really very interesting, and I congratulate you on the ROMIT evaluation campaign. And as you say, Maybe you keep mic. Okay. Is there a mic? So I don't want to say anything particular about what you should be doing in ROMIT 2012 because that would be presumptuous. But what I want to do is to talk about a few things that I've experienced doing sentiment analysis in a commercial context. And I think we'd all hope that what we do is relevant. We're not just doing basic research for the sake of it, although that, I think that's very important, but in terms of sentiment, it is essentially an applied task. And I came into sentiment analysis more than 8 years ago as part of a contract for a company, and I promised to say to you a few words in my invite to talk about the commercial aspect, and I didn't because I didn't have enough time. But I'll say them now. And I think there are some lessons, even from my work 8 years ago, which a lot of it's been superseded, but still there's some of the same issues cropping up again and again, and were apparent today as well. So in 2003, and I was looking back at my old emails just earlier this evening and reminding myself of them, I was involved in creating a proof of concept sentiment analysis system for a company called Krugley PLC, which now no longer exists, although they did sell their system, eventual system, to Reuters, and Reuters might still be using it for all I know. So what we started off with using supervised machine learning because the company provided us with a lot of data, and they set us up in competition with an Israeli company who were also under contract to them. So there were two proof of concepts, and we were competing with the Israelis, which added a bit of spice to it. And we did a lot of feature engineering, working out what features would be best with this data, and looking at thesauruses and generalizing features so that we weren't tied to any particular domain. And we used 5 classes, so that brought back memories from today. In fact, we used 6 classes in the end, and we scratched our heads and we thought, 6 classes? How do we do 6 classes? So it was strongly negative, weakly negative, balanced, so both strongly and negative, both negative and positive, weakly positive, strongly positive, and also neutral sentiment, so no sentiment there at all. So we were classifying into 6 classes in the end, and we didn't do particularly well with 6 classes. 3 is better, 2 is even better. In terms of percentages, of course. But the company wanted 5 or 6 classes because that's what their clients expected, because that's a traditional way of doing sentiment analysis manually. And we came across all sorts of problems to do with overfitting. So we overfitted our data massively, and we didn't realise it until the final evaluation. We did very well on one data set. We beat the Israelis on one data set, and they beat us very badly on another data set because we overfitted. And another issue was inter-annotator agreement, which is also an issue with ROMIT, I gather. It's very difficult to get consistent annotations, particularly with 5 or 6 classes. So in the end, in fact, what we ended up building was not a machine learning-based system, but a lexicon-based system. So a poor linguist went through a very large word list and classified words as independent of context. Would this word be usually positive, or well, predominantly positive, predominantly negative, or mixed, or no sentiment at all? And then they used a neural net classifier to combine the weightings and information from all these words to do document classification. And that certainly wasn't state of the art. It would never produce the best results in an evaluation, but it was very robust across domains. So there wasn't any problem with
performing well in one domain and badly in another. It performed mediocrely, if that's a word, performed at a medium level across all domains. And that's what you need in a commercial context sometimes. You want predictability, you want reliability. You're not after the final 2 or 3%, which means that you're a winner in an evaluation campaign. So I think that's an interesting commercial lesson. It's maybe not what we should be aspiring to in evaluation campaigns, because we should always be pushing to the 80%, 90%, 99% even. But in the commercial context, you can't afford to do that if you end up with a system which is not predictable. Coming up more up to date, I'm involved in a local company in the UK, and they're doing something very similar. They've got a very wide range of customers, and they don't want to develop a system, a custom system for each customer. They want a generic system which can be tuned. And so they're very interested in semi-supervised learning. So I mentioned that as one of my 3 techniques: semi-supervised learning, learning from labeled data in a source domain with a lot of unlabeled data in the source domain and the target domain. They're very interested in that approach because it would allow them, ideally, to use supervised and unsupervised machine learning in a single system, and for it to have good applicability across a lot of different topic areas and a lot of different clients. But even again, they believe in statistical methods, but they don't use purely statistical methods in their products. The trouble they find is that they produce a system, they give it to a customer, and the customer says, "Oh, what's this? I've got a comment, not good." And the classifier says that's positive. Why is that? Your system is wrong. It's very bad, very bad. So what they do is they have a core system, and then they have set of rules which address those issues, those specific issues where the system goes wrong. As one of the talks said earlier today, you can't tweak the parameters of a machine learning classifier. You can't go in and say, that weight is wrong, I'm going to change it. You have to retrain it, and then the performance might be much better on the examples it goes wrong on previously, but you might have new examples that it goes wrong on, and then the customer will say, you fixed that, but it goes wrong over there. You can never please the customer, but what they do is put another layer on top, which is rule-based. So I think there's a place for machine learning, for rule-based approaches, and lexicon-based approaches. They all have their place, and what we need to do is find the ideal combination for evaluation campaigns and also commercial contexts, which might have different demands on them. So that's what I wanted to say. A history from 8 years ago up to the present, and a lot of the same issues are still there. У некоторых различий действительно систем, которые у тебя описываются в конференциях, и систем, которые работают реально. Так вот, интересно, что известный факт, что в тематической классификации давно известно также качество систем машинного обучения, причем известно также, что одно из компания Reuters, которая обеспечила коллекцию для тестирования систем машинного обучения, до последнего времени работал классификатор, основанный на то, что называется инженерных подходах классификации, rule-based как раз approach. То есть как раз это очень интересно, что та компания, которая обеспечила коллекцию для тестирования методов, прежде всего машинного обучения, сама свои тексты обрабатывает методами, в общем-то, такими действительно контролируемые. То есть там у них есть очень интересная статья, когда система такая основанная на правилах дополнительно сочетается с дополнительной проверкой людьми, и
4 раза обращался к задаче, которую мне бы хотелось все-таки назвать задачей лингвистического анализа оценочных высказываний. Вот. Но в последнее время я, собственно, профессионально занимаюсь этим в компании Круглый, занимаюсь только анализом оценочных высказываний, поскольку это сервис, который, собственно, на этом зарабатывает деньги и оказывает услугу мониторинга социальных сетей, всех социальных сетей, по заданным там товарам, услугам, вообще говоря, любым объектам и по политикам. Вот. И как раз постановку оценок хвалят, ругают по различным критериям. Вот. И большое количество разной информации для визуализации, для сравнения конкурирующих товаров, их, значит, рейтинга, динамики их оценки, поиска пользователей, которые, так сказать, проявляют максимальную активность в определенные периоды, там больше хвалят, ругают и так далее. И так далее. В общем, накопился достаточно большой опыт, которым хотел я поделиться. Сама задача, которую я вот много раз даже в статьях называл по-разному, да, и последнее название это все-таки анализ оценочных высказываний. Встречающееся название задачи, opinion mining, это все-таки чаще, чем sentiment анализ. Sentiment анализ. Это зарубежный, по-русски. Анализ отношения к объекту, анализ мнения об объекте и анализ тональности, уж тогда текста в отношении объекта полностью, если называть. Хотя последнее название это анализ, но оно на самом деле самое полностью безграмотное, давно как-то оно пришло сюда, укоренилось, даже я так иногда в рабочем порядке называю, но понятно, что тональность это по-хамски он или, так сказать, автор выражается, или с уважением, а хвалит он ругает, абсолютно не имеет отношения к тональности. Вот. Типичными объектами оценки в данной задаче являются, исторически, это все-таки персоны, представляющие органы власти. Собственно, первый раз лет 7 назад и приходилось решать ряд ФСБ данную задачу. Вот. И последние только буквально годы у нас в связи с развитием именно социальных сетей это товары и услуги. Значит, и, соответственно, их производители и поставщики. Субъект оценки, те, кто выставляет оценку, это тоже очень важно. Это либо средства массовой информации, либо для товаров и услуг, это обычно авторы потребительских каких-то отзывов. И реально существуют все-таки две постановки задач. Первая упрощенная, которая на самом деле, в общем-то, все ее и решают, насколько мне известно. Это определить позитивные или негативные эмоции в отношении целевого объекта, описывает автор текста. Он может описывать как свои, так сказать, эмоции, так и чужие. Вот. И полная постановка – это определить, позитивный или негативный образ целевого объекта провоцирует текст у читателей с целевой аудиторией. Из всего этого, в общем-то, уже следует, что даже корректное определение нашей задачи является задачей нетривиальной. Какие с лингвистической точки зрения есть способы выражения, либо же провоцирования у читателя эмоций? Значит, во-первых, это употребление явных оценочно окрашенных слов, с чем большинство, так сказать, работает, в определенной синтаксической связи с объектом или с какими-то его свойствами, параметрами. Значит, это все описывается небольшим количеством синтаксических типовых конструкций. Значит, например, там, уточнение приложения, там, x, урод, придурок и так далее. Несогласованное определение, да, робкие действия x, например, или же прилагательные в соответствующей позиции, значит, явно там присоединенный признак в виде прилагательного, отвратный x, например. Затем более сложно это наречие при глаголе x, например, бессовестно, безобразно или прекрасно, там что-то делает, любое совершенно действие. Вот. Ну и в том числе выраженные явным глаголом x глючит, там власть обнаглела, что-нибудь в таком роде. В общем, количество таких позиций, на самом деле, оно что-то определено около меньше десятка. И следующее, значит, это когда в тексте встречается описание ситуации позитивного или негативного отношения какого-то субъекта к какому-то объекту. И в зависимости значит, от субъекта и объекта, вызывающих эмоции в глазах целевой аудитории. Ну, например, оператор, например, борется за или против, там, снижение или повышение тарифов. Да? Вот,
С точки зрения потребителя, так сказать, народа, а если он борется за повышение тарифов, это плохо, если против, то это хорошо. С точки зрения оператора, это, конечно, совершенно наоборот. В данном случае объект оценки оператор является субъектом. Оператор борется, то есть он делает что-то хорошее, да, для него хорошим вот это вот является повышение тарифов, является чем-то хорошим, он борется за него. Да. И второй класс ситуации наоборот, когда целевой объект выступает в роли семантического, синтаксического объекта. Например, весь народ пользуется этим оператором хорошо, или одни уроды пользуются этим оператором. Это вот. Словарь таких ситуаций, он, как нам кажется, универсален, включает, в свое время было найдено около 400 таких глаголов, сейчас их найдено, так сказать, гораздо больше, их порядка около 1000. Глаголы, которые выражают отношение позитивное или отрицательное, или негативное с какого-то субъекта к какому-то объекту. Например, поддерживать кто-то что-то, кто-то в чем-то отказывает, повышать, вызывать рост чего-то, падение чего-то. Вот. Но хотя словарь ситуации универсален, для каждого типа оцениваемых объектов и целевой аудитории требуется составлять соответствующие словари позитивных и негативных сущностей. Например, для оценки политиков в глазах народа, да, позитивными являются слова пенсионер, свобода слова, заработная плата, рабочее место. То есть если политики это все поддерживают, да, приводят к росту вот этих вещей, создают ситуации, которые положительны для данных объектов, то это позитив. Вот. Отрицательными, соответственно, олигарх, чиновник, безработица, инфляция. Если они ситуации способствуют вот этим отрицательным объектам, то это негатив. Вот. Нам приходилось в свое время решать задачу мониторинга сайта inasmi.ru, где переводятся наиболее интересные, так сказать, по-видимому, ругательные статьи из зарубежных источников. Вот. И мы делали отчет автоматически, как представляется образ России в глазах Европы, там и Соединенных Штатов, России и ее союзников. Совершенно понятно, что все эти ситуации, которые там описываются, они полностью от точки того, для кого оценивается этот текст, могут быть инвертированы. То, что хорошо для России, плохо для Америки, так сказать, и наоборот. Да, мы решали для российских чиновников, поэтому настройка была соответствующим образом. Особенность решения задачи, собственно говоря, какие лингвистические есть вещи. Показатели отрицания. Это не только частицы наречия, которые уже звучали, но и глаголы очень часто. Значит, отказываться, прекращать что-то делать, там, власть. Причем они, понятно, могут накладываться. Да, власть якобы не отказывается там, повысить пенсии. Вот. Есть как бы все понятно, четное количество показателей отрицания эквивалентно отсутствию такового. Якобы не борется, равно борется. А нечетные есть отрицание. Якобы не безуспешно борется. Значит, не борется. Вот. И показатель инверсии бывает на целевом объекте. Он инвертирует оценку всей конструкции. Это не цены производителя разоряют пользователя. Значит, что-то иное. В принципе, это позитив, это как бы оправдание производителя. Вот. Отрицание может быть выражено логически. Это то, что сложно поддается анализу. Я нигде никогда не писал, что Mercedes, BMW там имеют высокую надежность. Расскажите про слабую подвеску там, автомобиля, Honda, кому-то другому. Отрицание бывает выражено метафорически. С этим вообще, так сказать, непонятно совершенно, что делать, и, наверное, это нерешаемые теоретические задачи. Там, за 7 лет от надежности Civic, это автомобиль, остались одни воспоминания. Там Volvo радует владельцам счетом на 2000 знаков, один знаков не наш. Ну, соответственно, есть по решению необходимо учитывать показатели силы оценки. Там очень плохой, почти не работает. Не совсем плохой или совсем плохой. Да? Здесь вот, опять-таки, многие говорят о том, что вводятся какие-то шкалы, там из 5 даже, сильный негатив, какой-то слабый негатив. Совершенно непонятно, как это делать, и дай бог разобраться просто с двумя, так сказать, позитив и негатив. Вот это шаманство, в которое абсолютно не верится. Попробуйте разобрать, проставить не совсем плохой, совсем не плохой, как они отличаются, поставить какие-то цифровые оценки. Я сомневаюсь, что это возможно. Да? Ну, размытость границ между и показателями отрицания и силы. Слабо борется и не борется. Как учитывать это отрицание или, так сказать, показатель силы и оценки. Вторая группа особенностей решения задачи — это то, что очень часто
связь оценки с объектом выражается анафорически, то есть грамматически не выражается. Перешел с МТС на мегафон, вышел полный отстой. Кто, о ком это? Никакой синтаксической связи здесь нет. Еще и два объекта в предыдущем предложении упоминаются. Кому это относится? Непонятно. Значит, далее, по текстам часто обычно характеризуется не объект целевой, это даже может быть не очень интересно, а какие-то свойства его, да? Значит, управляемость автомобиля, там, разгон, надежность, обслуживание и так далее. Значит, реально существует иерархия свойств с различной значимостью, которые нужно тоже настраивать в предметную область. То есть плохой звук для автомобиля это не так сказать, критично можно поменять, да, и там, аудиотехнику, как плохая управляемость автомобиля, это уже фатально. Часто наблюдается сочетание негатива и позитива в одной конструкции. При этом есть правила принятия решения, которые сформулированы на слайде. Например, там плохой лидер, да, или гениальный авантюрист. Это негатив, а прекрасный руководитель, гениальный человек, позитив. Но есть принцип тот же общий, как и везде, то, что один встреченный негатив, он в принципе всегда, если по нему нет отрицания, то он весь позитив, так сказать, забивает. Далее. Сочетание негатива с позитивом в одном тексте, то, что он всегда наблюдает. Вот это, я чуть позже к этому вернусь. Задача на самом деле экстралингвистическая, и правила принятия решения определяются конкретной какой-то задачей. Можно ли сваливать в одну кучу позитивы и негативы, как, собственно, делают практически все системы, которые основаны на статистике, на какой-то математике, это большой вопрос. Есть ощущение, что нельзя. Потому что иначе получается нейтральный текст, а если они вместе позитив и негатив, то это совершенно не нейтральный текст. И бывают метафорически выраженные эмоции, которые уж точно не поддаются никакому анализу. Пример из газеты «Завтра». Между масками Ельцина и Путина стоит черная смерть косой, символ последних 10 лет России. Теоретически можно, конечно, сказать, что вот мы можем, так сказать, учитывать в словарях, что черная смерть с косой это плохо, и она, вот рядом Путин Ельцин, она к ним относится, да, относится это негатив. На самом деле ничего подобного. Я сейчас переформулирую предложение. Там, маски Путина и Ельцин стали на пути черной смерти с косой, и все, это будет позитив. Значит, никакие нет тут уже следствия. Вы это не отложите. Очевидно, что такие сложные шаблоны вы никогда априорно не найдете и не настроите. Так. На этом я закончу с особенностями и скажу пару слов по поводу, в общем-то, решаемых здесь задач. Вот я все-таки говорю как представитель коммерческого сервиса, и мы решаем реальные задачи, за которые клиенты платят деньги. Вот очень большое ощущение, что задача, которая здесь в постановке рассматривается, система соревновательства, она искусственно упрощена. Потому что, во-первых, тексты искусственно отобраны. Есть отобраны тексты, в которых встречается один объект. То есть, когда относятся все перемешанные объекты, да, там, Билайн лучше МТС, вот такие задачи не рассматриваются. А на самом деле практически задача, большинство текстов, оно именно таковым не является. И проблема определить, к какому объекту это относится, очень сложная проблема. Значит, далее. Не нравится, в общем-то, то, что да, вот в такой постановке, на такой постановке, когда объект известно, к какому объекту относится текст, только так, в такой постановке искусственно могут применяться большинство простых методов, которые математические, которые рассматривают, которые просто берут там мешок слов или что-то еще подобное и считают. На самом деле даже с коммерческой точки зрения, с прикладной, нельзя суммировать эти оценки. Да? Вот, как реальный пример, связь МТС отстой, неважно, код оператора, отстой, зато интернет летает. Это не нейтральный отзыв, и нельзя их суммировать, и нужно просто это отдельно. Есть позитив, есть негатив. То есть конкретному заказчику интересует, за что хвалят, ругают, да? И он берет и разбирает данный прецедент. И общие графики, которые можно построить на основании вот таких комплексных каких-то оценок текстов, в которых позитив, негатив, они на самом деле очень мало кому нужны. Там они нужны, может быть, там политическим каким-то руководителям, да, показать, ваш рейтинг растет, так сказать, хорошо, да, но коммерческим организациям, которые пытаются понять, за что, в чем причина, устранить это совершенно неинтересно. Вот.
Ну да, и важно-то, как раз интересно не то, что просто хвалят и ругают и сколько. Ну понятно, что там хвалят, ругают, там есть маньяки какие-то, за что всегда ругают. А за что? Разобрать и выделить параметры, за которые ругают вот этот фильм, вот эту книгу. Вот. Чего, собственно, вообще не могут ни лингвистические методы. Вот. И, ну, в общем, какое-то резюме мне хотелось сказать, что в реальных постановках все-таки лингвистические методы, основанные на прочном анализе, имеют высокий приоритет. Они позволяют сказать конкретно, за что хвалят, ругают, ну и они работают все-таки в привязке к объекту. Вот. А математика, рассматриваемая здесь, ну, это все, конечно, интересно, отрабатывать методы классификации, математические методы там СВМ, но ведь все это прекрасно уже отработано и применяется к задаче классификации, тематической классификации, где, в общем-то, оно и должно работать. А здесь, вот все-таки, мне кажется, такая постановка задачи, она несколько искусственная. О чем коллега передо мной говорит. Спасибо за это. Аргументы типа «заказчик покупает» — это не аргумент. Как вы понимаете, заказчик покупает, people хавает, то, что ему кормят, то он и покупает. И чаще всего производитель всегда может убедить заказчика, что это именно ему и надо. А еще подсыпав там слова, так сказать, вот такой вид анализа или всякой вид анализа. Вот. И поэтому тут возникает любопытный такой момент, что говорил нам предыдущий докладчик, что взаимодействие коммерческих приложений и научных. Научные конференции, они для этого и нужны, для того, чтобы разобраться, в чем там проблема-то коммерческих. Потому что в коммерческих, ну, насыпали там 20 функций, заказчику было нужно пара, ему еще 18 насыпали сверху. А потом стали действительно выяснять, вот, сколько же там задач решалось на самом деле. Это такая. Согласен, на самом деле это просто моя информация была то, что коммерческой значимости. А на самом деле большинство тех, с кем нам приходится конкурировать, они действительно просто представляют там общий график, позитив, негатив, вот, так сказать, кучи, без понимания, к каким свойствам это относится. И услуга стоит там 5 раз дешевле, и заказчик покупает. Ну, чего вроде как. Еще вопрос. Я просто хотел ответить вам, что, по-моему, я считаю, что вы не правы насчет того, что задача поставлена неправильно на роме. На мой взгляд, задача поставлена очень правильно. Есть разница в академическом постановке задачи и в коммерческом постановке задачи. Конечно, для коммерческого применения это недостаточно разделять текст на положительный и отрицательный. Но именно для академических исследований нам нужно абстрагироваться, то есть нам нужно сначала понять, как система работает. То есть если вы, допустим, собираетесь писать новый классификатор, вы не кинете сразу там, отделять раковые опухоли от злокачественного. То есть вы начинаете с чего-то простого, подгоняете математические модели, сначала может быть на чем-то простом, а потом уже переходите к гораздо задач, которые уже необходимы для коммерческого применения. То есть, ну, тут нам у вас же есть задачи тематической классификации, там это нужно прекрасно. Здесь как бы другие методы. Тематическая классификация — это гораздо другая сфера задач, во-первых. Ну как же другая? Как раз для этих методов. Но есть куча методов, которые можно применить SVM, но это не значит, что SVM применим только к этим методам, а к другим мы не применим. То есть тут я с вами полностью согласен. Нет, я могу только одним образом вам сказать, вот назовите реальное применение, где вот такой постановки задачи может быть полезно применяться. Там, где есть сайты отзывов, понимаете, отзывы уже вешают, отзывы уже размечают, уже пользователи там проставляют свои оценки товарам, там, да, а потом уже что-то пишут. Остальное. Ну, тексты вырваны, отобраны, где нету амонимии по объектам. И целостная оценка. Ну скажите, назовите, где вот это интересно. Постройте общий график, только вот когда идет какая-то пиар-компания, да, чтобы оправдать и пояснить, вот мы вкатили столько денег, вот посмотрите, как вырос там позитив. Допустим, если вы хотите посмотреть, как распределяются голоса, допустим, избирателей в Америке, тут у вас есть всего лишь две партии, демократическая и республиканская. Вам не нужно городить
придумать кучу партий и искать, как же усложнить задачу. Тут очень все просто. Это либо избиратель склоняется в сторону республиканской партии, либо демократической. Классическая задача бинарная классификация. Нет, ну да, ну просто гораздо меньше таких задач, чем сколько заказчиков на политический анализ, да, в каждой стране один заказчик. Нет, ну разговор не о чем, я могу с вами согласиться, могу нет, как бы. У меня одна реплика просто. Ну, вы согласны, что сравнивать и мерить это хорошо? Второй вопрос. Вы готовы предложить задачу на следующий год, которая была бы вам интересна и была бы интересна другим людям? Я подумаю. То есть на самом деле мы не стали вот соревноваться, ну, потому что с другой постановкой как мы решаем задачу, и нам практически от того, что здесь мы победим, там выиграем что-то, это нам ничего не даст. Мы знаем там кучу проблем, которые у нас есть, да, ну там на год вперед точно как их устранять, но вот они вот как бы не к этой постановке. Все-таки вы думаете, что если найдется какая-то задача, вы все-таки в конце концов окажется, что... Нет, я обещаю, что я подумаю. Когда идет на дело, и вы скажете нет, мы коммерческая компания. Ну почему? Есть коммерческие компании, наши коллеги, которые вот выступают, участвуют в соревнованиях синтактических парсеров. Если будет не так много сил, то ну, вроде не так много. У меня просто небольшой вопрос. В принципе, я согласна со всем, что вы говорите, относительно того, что некоторые вещи принципиально невозможно выцепить, и на самом деле методы машинного обучения имеют свои ограничения. Но я хочу вопрос конструктивно. Не раскрывая тайн, как вы решаете свою задачу в рамках своей фирмы, скажите, все-таки генеральный путь у нас какой, чтобы хоть как-то решить задачу в вашей постановке? Я, кстати, за вашу постановку. А это инженерный подход плюс машинное обучение или только инженерный подход? Нет, это, и, кстати, почему? Синтактический анализ, полный синтактический анализ, да, с последующим там приведением к некоторому варианту, так сказать, структуру. То есть семантический анализ? Ну, да. Поверхностный семантический анализ. Так скажем, если брать Каменчуку, это отождествление глубинных, отождествление на уровне поверхностного синтаксиса, а на уровне глубинного синтаксиса мы уже отождествляем специальные правила. Да. Спасибо. То есть вот эти вот разные способы выражения, когда можно сказать, там, качество салона Мерседеса там нравится россиянам, и качество салона Мерседеса до сих пор не перестает приводить россиян в восхищение. Вот такие вот идиоматические навороченные конструкции, массовыми правилами, они универсальны для всего языка. Пишем, мы приводим. Но это шаблонами можно ловить. Это шаблонами можно ловить. Клишины, Вы столько шаблонов не напишите, это будут у вас сотни тысяч. Это выводится, вычисляется, есть подход к решению. Спасибо. Что вы радуете от перехода оценки текстов, перехода оценки предложений на уровень оценки все-таки инженеров? Да, совершенно верно. Причем есть проблемы, иногда бывает нужно сложить как-то эти оценки, бывают комплексные оценки. Это большая проблема, как сложить такие оценки. Вот. А при применении статистических других методов, там вообще просто они сразу вам соединяются и все. Да? То есть и задача сама получается актуальнее и во всех отношениях оценка Оценка, да. Оценка разных, скажем так, разных сторон объекта, потому что могут, да, за одно хвалить объект, за другое ругать, у него там десяток свойств, вот это вот интересно. Ну, тут же... Потому что, там ДНТ знает, оператор знает, что за это вот его ругают, допустим, за качество связи, ему неинтересно, он на это, все. А тут лучше за интернет ругают, да, вот это вот интересно. Тут тоже следует понимать все-таки, что вот Криком, да, сейчас заточен на решение определенной задачи, и которую вы нам обозначили, что да, фирмы, как ваши заказчики, по-видимому, интересуют, что им надо исправить в том или ином месте, то есть некий контроль ситуации. Но, очевидно, основные методы, которые сейчас существуют, они вот, несомненно,
очень точны, там, да, но с полнотой, ну, конечно, там большие проблемы. То есть, и как раз там вы так вот отвергли то же самое машинное обучение. Ну, на самом деле, если поставить такую задачу, еще не факт, реально, потому что машинное обучение возьмет полнотой, проиграет вам в точности. А если сравнивать там по их мере, ну вот, это вопрос хороший. Машинное обучение не поймет, какие стороны ругают, понимаете? Это вопрос откуда брать, как обучаться, понимаете? То есть вы так если в одном тексте ругают разные стороны, рассматривают. Ну ведь и текст можно рассматривать на уровне предложения. Поэтому я просто к тому, что существуют совершенно разные задачи. Вот вы как-то, я понимаю, что ваша задача очень важна и так далее, но она не исчерпывает все возможности. Я просто вот не слышал реально, может я на английском пропустил каких-то таких постановок, Нет, сейчас обсуждался, ну, сейчас ставилась задача целого текста. Ну, Рамик, он не мгновенно все двигается. По поводу полноты, на самом деле, мы, конечно, я показывал, что вот на количестве, вот она, связь, да, никакой синтез вам не поможет. Таких связей, там больше 50% отзывов. Естественно, тоже шаманство применяем, но мы пытаемся увеличить фокус внимания, кто там есть целевой объект. Самое смешное, что иногда, вот то, что Наталья нам говорила, вот машин learning зацепляется вот ровно за то, что ни за что не зацепляется лингвист. А вот уже после машин learning человек может посмотреть и ввести новые факторы уже в свою, так сказать, интеллектуальную обработку. Ну, просто спорт как бы странно такой получается, от одного вы выкидываешь только это. Еще. Как говорится, никто не запрещает. Чтобы была интересная дискуссия, надо что-то немножко провокационное. Иначе все согласны. Нет, вопрос как раз сложный. Понятно, что, наверное, полный анализ текста — это весьма дорогая операция на плане производительности, а данных, которые на обработке очень много. Вот, у вас... Данных не очень много, мы обрабатываем что-то около 500 000 сообщений социальных сетей. Ну, по объектам у нас где-то около 50 там предметных областей, рубрикаторов разных. Там, да, если секрет, вы каких социальных сетей? А все, на самом деле. Я все-таки больше лингвист. Все, кроме, по-моему, ВКонтакте, что ли. Нет, на повторе социальной сети там свое решение, там же не просто, там просто найти упоминание объекта, и одни мы выкачиваем фиксим сами, потому что там плохие поисковые машины, другие специально. Ну, то есть разрешать ну, то есть, обычно же, да, на социальных сетях банят всяких роботов, которые выкачивают. Вот, и у вас какие-то договора с социальными сетями. Ну, мы директор нашел, там много проблем, там огромное количество спама, сгенерированного роботами, вот этим, идентификацию пользователей в разных соцсетях, и еще, насчет отзывов, наверняка же отзывы по-разному еще взвешиваются, есть же отзывы в каких-нибудь журналах по авторитетных, есть отзывы, которые просто в интернете писать. Мы социальные сети, мониторинг. Еще извините, вопрос по поводу накруток всяких и так далее. Вы как-то с этим боретесь? Ну, то есть понятно, что же мнением пользователей пытаются все время манипулировать, там, вбрасывая какие-то большие, там, накручивая какую-то информацию и так далее. Ну да, я же говорю, огромное количество роботов, да, сейчас вот, большая часть уже контента вообще в спаме генерируется роботами. Знаете, ну там 5 человек постоянно занимаются интернетом, вот этой частью социальной сети. Я честно занимаюсь лингвистикой, это более 6 лет. Могу сказать. Ну вот они именно этим профессионально занимаются. Как бы Дашманов, так, ну, еще... I just want to make a point that there's plenty in this to keep both computer scientists or computational linguistic people and linguists employed in the next 20 years. But there's so many problems with machine learning, and I work in machine learning. I've developed a lot of parsing technology over the years, and I think
perhaps we could use parsing, but I try it and I see that the parsers make so many mistakes. We're just pushing the problem back one stage and not solving anything if we're using parsers. So parsing technology has to improve, and machine learning has to improve so we can actually produce structure rather than just binary classifications, which is what machine learning does particularly well at the moment. I just want to say that there's some interesting work on contextual valence shifters, which can be, there's a few papers, if you sort of look at titles that include those words. There's work where they're looking at what influence verbs have on their arguments, if their arguments are positive and negative, and how the information about sentiment is transferred from one part of the sentence to another. And that's very interesting linguistically. So all of these approaches are, have to be put into the mix, otherwise we're not going to get anywhere. And just one more thing, while I've got the microphone, that I think we could liken most people here to physicists. So physicists do science and they produce great results. But if you're wanting to build a bridge, you don't employ a physicist. You employ an engineer. And engineers build on the results of what the physicists tell them about materials and about structures, and they actually build the bridge because they know how to do that. So companies will want an engineer. They want something which is reliable, but based on solid science, which is what the physicists give, and we're the physicists. So we're one step back from the commercial world. I think we need to be aware of that. Спасибо. Конецкий институт экономико-математических исследований Санкт-Петербург. Дело в том, что я здесь впервые услышал об этой проблеме, которую так решают. А мы давно работали с социологами, которые в конечном, как мне показалось, пытаются решать подобные задачи, именно анализ текстовых ответов на открытые вопросы. И наша система, которую мы делали в 2007 году, уже закончили, она как раз рассчитана на анализ фраз, одиночных фраз. Под этой фразой можно понимать одно слово, предложение, можно целый абзац, имеется дополнительная разметка, разделена на фразы. Что делает система? Система может работать в двух вариантах. Или социолог вручную с помощью сетки вспомогательных вещей составляет двухъярусный классификатор. Затем, по-современному можно сказать, обучает. Так сказать, он отбирает некие фразы, которые считает из текста наиболее подходящими к группе класса и производит анализ по количеству фраз, относящихся к тому или другому. Значит, это режим как бы обычный. Есть режим автоматической классификации, когда он запускает система классифицирует может, и дальше его задача объединить эти отдельные классы, создать режим. То есть как работает система? Система в свое время закладывалась, когда еще морфологических анализаторов не было первоначально, она работает, отбрасывает окончание и сравнивает слова. И дальше можно сделать следующие вещи. Значит, можно приписать всем словам один вес, ключевым словам, которые можно размечать вручную, можно размечать с помощью словаря, то есть отметив одно слово, сразу слова будут отмечаться ключевыми словами, им дать другой класс. И можно задать некую вес, который будет отрезать совпадающие фразы. Значит, это как бы самый простейший вариант. Более сложный вариант, который мы называем профессиональной картой системы, заключается в том, что к ней подключен классификатор. Подключено определение лем с номером, с именем класса, скажем. Есть три варианта классификатора на 1600, 800 или 400 классов. И словарь. Что? Значит, это туз. Первоначально. О нем, наверное, все знают. Книжка известна. 2004 года. Неизвестно. Если кто хочет
посмотреть, завтра я надеюсь показать на стабильности. В принципе, классы, ну, деньги, скажем, там счета, там несколько классов, подклассы. Эти классы, они, в принципе, в виде денег представлены, и все слова. Может быть, во всяком случае, все слова в количестве 160 тысяч слов, 180 тысяч лексем разнесены по этому курсу. Весь Залезняк и плюс еще много. В том числе и современные. Что можно подключить и дать при совпадении класса, ну, тоже дать русский. Что у меня возникло желание посмотреть, а можем ли мы что-нибудь получить после такой классификации. Говорится, что надо попробовать что-то такое сделать. Вот все мое. Есть ли еще какие-то мнения? Может быть, вопрос? Вопросы к данному сообщению? У системы есть название? Да, система века вышла, книжка в ФРГ. Итак, есть ли какие-то еще мнения по анализу тональности, по новым задачам, которые можно было бы поисследовать? Раз слышно. Значит, что хотелось бы сказать? Но все-таки мне немножко не дает покоя вот лингвистика, которую сейчас нам представили. Я отношусь одинаково хорошо, в принципе, к лингвистике и к машинному обучению, наверное, больше даже к машинному обучению. И твердо уверен в том, что лучше всегда будет именно гибридный подход, где есть комбинация и того, и того. Это, в принципе, факт неоспоримый, даже уже научное сообщество мировое на этом стоит. Вот. Ну, то есть, такие утверждения, особенно когда мы не знаем, какое качество нашего синтаксического парсера, они кажутся, ну, как бы голословными. Я синтаксический парсер не говорил. Нет, шел разговор про полный синтаксический разбор, правильно? Это просто на самом деле, конечно, все хорошо. На самом деле-то я не увидел нигде, вот только в докладе все прозвучало немножко, да, то, что как это лингвистика используется, а все остальное. Нет, ну был доклад еще один, который использовал зависимость. Ну да. Ну так вот, ладно. И по поводу Рамипа, то есть надо понимать, что в этом году Рамип был первым по этой тематике, и начинать всегда, естественно, нужно с самого простого. Поэтому была бы прям такая задача, чтобы определить круг заинтересованных лиц, начать с чего-то. Подходы были, естественно, простые, и это, я считаю, хорошо. Мы сейчас все-таки собрались, чтобы обсудить, что будем делать дальше, и как раз и планируется переход к более, как говорится по-английски, fine-grained частям, то есть части предложений, либо полные предложения. Вот. То есть я призываю всех сейчас к тому, чтобы нам все-таки определиться, кому что интересно на следующий рамик. Вот. Есть 3 постановки задач, давайте как-то хотя бы с них начнем, и кто-то предложит что-то новое. Ну, все. Может, выйдете? Ну, давайте. На мой взгляд, очень прошел, там задача. Предложение, возможно, в треке, там есть, на мой взгляд, хорошее разделение. То есть, когда подают систему, можно поставить галочку, то есть использовать систему только автоматический подход, не дать машину. Не обучаем, самообучаемость. По-моему, это важно разделять какие-то ручные подходы и неручные подходы. То есть, допустим, у участников есть какие-то словари, есть лингвисты, которые могут помочь задаче, а у тех возможности. То есть, на мой взгляд, нужно разделять. То есть, можно где-то проводить общую таблицу между участниками и это тоже разделить, допустим. Но это при условии, что будет задача качественная. Это по поводу
Еще бы хотел бы, наверное, попросить организаторов уменьшить количество оцениваемых, потому что 15 минут сложно оценивать. Если можно свести хотя бы, ну или, допустим, дать какую-то одну или две официальные метрики, по которым вы в конце, то есть на котором вы оптимизируете нашу систему, а 15 остальных дать просто хотел бы еще, ну это у меня такое очень наивное такое предложение, я хотел бы обратиться с представителем компании. То есть анализ, я согласен на самом деле, что только с помощью машинного обучения без всяких лингвистических анализов очень сложно сделать. Но я тоже не склоняюсь в сторону ручных правил. Но дело в том, что, скажите, пожалуйста, как нам делать лингвистический анализ, если у нас нет вообще никаких инструментов? То есть они есть, они существуют у различных организаций, у различных компаний, но они недоступны для обычных студентов. То есть, допустим, у меня не было никакой возможности никого попросить, то есть я обращался с просьбой предоставить пассер, в итоге пассер ручной самообучение. Я уже не говорил о более сложных, допустим, семантических пассерах дискурса. То есть это те инструменты, которые доступны в других языках. Ну, не во всех, конечно, допустим, в английском, примерно, конечно, есть, то есть они свободно доступны. То есть я хотел бы обратиться к компании, можно ли предоставить на какой-то лицензии, не знаю, для академических исследований, предоставить ваши работы. То есть он вам потом обратно вернется в качестве исследования. А второе предложение было к участникам РОИПа, то есть у каждого из нас, участников, во время проведения, во время участия у нас выбраны какие-то ресурсы. То есть, допустим, кто-то создал словари, допустим, мы сделали логический анализатор, то есть почему бы нам, допустим, не поделиться друг с другом, допустим, это можно выбрать на сайте РОИПа, то есть в этом году, то есть просто выложить словари. То есть это уже, по-моему, поможет для следующего года, то есть в следующем году нам уже не нужно будет где-то искать словари, вообще думать, есть ли словари или нет, то есть можно просто взять, дополнить, выложить, то есть спасибо. А можно маленькие дополнения к словам предыдущего спеца? Дело в том, что вы не думаете, что студенты в таком положении. Вы не студенты, но попали точно в такое положение. Хотя бы академическая организация купить нам не на что, а взять нет. А то, что есть открытые, скажем, два, есть национальные, два национальных, есть те, которые можно войти через это. И анализаторы, там, аудит. Они совсем по-разному разбираются. Наших соседей, которые хотят получать награду. Предложение можно по поводу... Да, у меня предложение, и вот я вот первый раз на конференции, к сожалению, вот, это нужно было раньше сюда попасть, чтобы понять вообще вот всю кухню, как это все варится, чтобы оценить и подумать. Я вот слушал вас всех и понял одну такую вещь, что вы оцениваете объект, но не оцениваете этот объект, как он ведет себя во всем тексте. То есть его отношение, его роль по сравнению к другим объектам, да, его взаимосвязь с этими объектами. То есть я не слышал об этом вот ни слова. Может быть, есть какие-то у кого-то наработки, может быть, просто кто-то скажет, кто уже сталкивался с этой проблемой и, соответственно, работает в этом направлении. То есть хотелось бы, наверное, видеть вот такое еще исследование, чтобы вот оценивать именно вот объект, да, и, соответственно... пример, да, ну, например, когда идут перечисления, например, да, там, вот тоже возьмем, да, сотовые компании, то есть говорят о том, что оценивают весь рынок и говорят, что вот, да, на рынке представлены вот такие компании, перечисления через запятую, да, они хорошие, но, соответственно, существуют другие конкуренты, которые оценивают их вот с точки зрения, и то есть вот этот объект, который попадает вот в запятые, да, в начало текста, например, в заголовки и так далее, то есть вот такой вот, так скажем, мультиплатформенный показатель, который говорит о том, что объект попал в заголовок, да, предположим, о нем сказали, он являлся главной идеей этого сообщения. То есть вот как-то так хочется, может быть, неправильно формулирую, меня поправишь. Вот. Но вот именно вот вес объекта в сообщении, ну, я по-другому не могу сказать. То есть вот оценить вес объекта в сообщении. Или это вообще
принципиальная задача, и об этом никто не задумывается, только кроме меня. Что лист объектов сообщений, то есть является свойством к основной теме или к дополнительной? Да, второстепенная роль. Это немножко не то, о чем мы говорим на этом круглом столе, потому что мы все-таки сейчас говорили о том, о некотором выражении мнения по этому. Я согласен, но просто когда... А если бы у нас был другой стол по определению основной тематики текста, или там стол, тогда бы мы, наверное... Так это было предложение для Рамиль. Я пару слов про это скажу. В общем, действительно, я уже говорил о том, что не половина, даже большая часть связи выражается не синтаксически, а анафорически. Пришел с Билайном МТС, вышел полный отстой в другом предложении. Есть совершенно другие методы работы, да, которые пытаются определить, что является в фокусе внимания в данный момент, или, так сказать, наоборот, определить, что два объекта, я не могу понять, к чему относятся. Такие, в принципе, по сути говоря, шаманские методы, да, они тоже вынуждены иметь право на существование и применяются нами. Но есть еще есть еще один интересный аспект. Дело в том, что когда мы настраиваемся на мониторинг каких-то объектов тональности, качество напрямую зависит от того, насколько полно мы опишем все другие объекты из этого семантического ряда. То есть, если мы описываем мобильных операторов, то их нужно знать все, грубо говоря, их там меньше десятка, они легко описываются. Потому что, да, мы должны понимать, что если рядом указан Билайн с МТС, то все характеристики, дальше качество связи и прочее могут относиться к ним. Если мы не знаем, что это сотовый оператор, мы промахнемся при анафорической связи, куда-нибудь привяжем туда, да? Если возникает, конечно, проблемы с тем, что одно дело описать там сотовых операторов, или даже банки, все там, их там 1300, они доступны на сайте Центробанка, их можно загрузить, да, и понимать, сколько объектов, которые могут относиться, там, оценка банковских операций. А другое дело, допустим, какие-нибудь мобильные телефоны, количество моделей, которых там это отдельная проблема, их все описать, да, какие могут сравниваться между собой. Вот. И вот эта проблема множества объектов, для качественного определения тональности об объекте мы должны на самом деле знать все объекты из этого класса, из этого парадигматического ряда, да, она как и есть. Поэтому система настраивается, да, на каждый класс объектов, создается рубрикатор иерархических свойств ее, вот за что, так сказать, потому что банк будут хвалиться и ругать совершенно за другие вещи, чем мобильного оператора. Там будут операции по кредитным, по банковским картам, там и так далее, и вот соответствующие слова, относящиеся к тому классу объектов, соответствующие рубрикаторы. Пытаемся все это использовать. То есть вы верите, что машинным обучением нельзя это определять? Нет, машинное обучение здесь ни при чем, потому что, понимаете, машинное обучение на самом деле, вот для чего во всех этих задачах используется? Это не то, что машинное обучение, разведочный анализ используется. Потому что для того, чтобы определить вот эти вот свойства, за которые хвалят или ругают, да, целевой объект, целевую услугу, и какими словами также хвалят или ругают, можно использовать точные лингвистические методы. Сочетание, конечно, там с тривиальной статистикой. Значит, что делаем мы? Мы используем шаблоны синтаксические. И если мы умеем распознавать целевой объект, мы ввели несколько этих операторов, то мы можем выдать все глаголы, при которых оно стоит субъектом, все наречия, которые стоят при этих глаголах, да? Все другие слова, которые стоят, значит, что-то там МТС, что-то там мобильного оператора, да, связь мобильного оператора, сервис мобильного оператора, такой позиции синтаксической. Строим частотные словари по ним, фильтруем общеупотребимые слова, или те, которые мы знаем, что это уже тональные, это уже не тональные. И остальное, вот вам основа для того, чтобы лингвист прошел руками и добавил это в словари. То есть вот такое вот, это не машинно-человеческое как бы обучение, да, мы используем. То есть слова не берутся, так сказать, просто. С объекты вы не сравниваете сообщения между собой. Как между собой? Что значит между собой? Когда идет обзорная статья... Ну вот Билайн лучше, чем МТС. Вот мы понимаем, что здесь про кого позитив, про кого негатив. Это как-то все-таки подводить черту.